Бангкоке. И если присмотреться, то для того, чтобы не развалился самолет, используется скотч серебрянка, он же армированный металлический скотч. Летал я, когда делаю шуруп перед вылетом. Но это, конечно, та еще техника. ยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกในเที่ยวบินต่อไปถ้าต้องการความช่วยเหลือหลังจากออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นของเราได้ค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการบินเส้นทางการบินโปรโมชั่นการจองและการซื้อตั๋วโดยสาร Следующая платформа Депон. Осторожно, дверь закрывается. Посадочка была не очень мягкой. Мы находимся в Бангкоке. И сейчас будем смотреть, чем тут поживиться. Бангкок — город контрастов. Наравне с такими вот зданиями куча. Ну смотри, какие-то очень экзотичные растения. Здесь Является, наверное, оазисом среди этого беспредела, потому что дальше будет видно. Москва-Сити. Вообще Бангкок состоит полностью из высоких зданий, из многоуровневого метро, из эстакад, возвышающих друг над другом. И таких маленьких улочек, в которых можно всегда найти что поесть, попить. Иногда там бывают рынки. Иногда что похлеще. Да, тут барахолка по дороге к центральной улице, где находится замок короля. Но, к сожалению, короля нету, он умер. И в районе замка сейчас нет туристов. То есть вокруг замка все оцеплено. Там ходят люди, толпятся, их бесплатно еду угощают. Там какая-то, может, даже небольшая концертная программа. В общем, в Таиланде объявлен карантин на целый год. А это местный спа. Ниточками они срезают мелкие волосинки, еще что-то. Ну вот очередной проход между длинными улицами. И как видим, выглядит он своеобразно. В Бангкоке, когда идешь, чувствуется смешение запахов. Местами еды, местами канализация. Кстати, канализация, походу, у них отсутствует, судя по запаху этой реки. Видимо, все прям напрямую попадает туда. В отличие от варианта с Москвой, где у нас подземные реки. Вот, в коллекторах. Единственное, что спасает от суеты, от неоднозначности, от дурацких запахов, от какой-то жары, это вот подобные места для релакса на входе в буддийский храм. Да и сами буддийские храмы представляют из себя Мекку равнодушия к повседневному дерьму, которое приходится людям переживать в этом городе. Там тихо, спокойно, красиво. Некоторые люди просто даже спят прямо на кафельном полу.
вот экскурсионная группа, которая пришла посмотреть на один из буддийских храмов в Бангкоке. Несмотря на то, что погода не очень, и сейчас прошел дождь. Кстати, тропические дожди так часто делают. Они внезапно нахлынывают, крупные капли, погода все равно теплая. И потом также внезапно куда-то уходят тучи. Дождь прекращается. Но вообще это как бы конец сезона дождей, поэтому может быть так. То есть начало туристического сезона. Вот там под крышами, за колоннами люди спят. И это не обязательно буддийские монахи. Вот оно мероприятие, посвященное уходу из жизни короля. Раздают людям бесплатную еду. А выбраться оттуда не так-то просто. Потому что дороги все в пробку. Бангкок для жизни вообще не прикольно. Как они тут живут? Заходишь в супермаркет и поднимаешься на второй этаж, а это типа вход, точнее какой-то шоппинг-центр, вход через него в вот эту хрень, чтобы перейти на другую часть улицы, тут же метро, тут же люди разные, короче, вообще. Просто муравейник гигантский. Обратно поехали. В общем, как-то вот так вот здесь. Вообще непонятно как. Кажется, что жизнь на уровне протекает. Ты все время находишься на каком-то +2 или 3 этажа.